Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Закажите в феврале и выиграйте Альфа-карту с кэшбэком 100% за все и навсегда. Я всех приветствую, друзья. Итак, в этом видео, как вы уже поняли, речь пойдет о запуске современных, я бы даже сказал, актуальных новинок в 2023. Но это будет не просто, знаете, запуск игр типа там Atomic Heart и Гарри Поттера на Ultra Full HD и даже не в 4К. Нет, друзья, мы пойдем дальше и запустим все эти супер хиты в 8К на ультра с трассировкой лучей. А 8К, на секундочку, для тех, кто не в курсе, это не просто 2 раза по 4К, нет, это, скажем так, 4 монитора по 4К или 16 мониторов Full HD. Это не просто тяжело, это крайне тяжело, а с трассировкой лучей это просто капец. И поможет нам в этом вопросе протестировать наш спонсор Ставки на спорт. Это, конечно же, шутка. Нет, речь идет о самой мощной видеокарте в мире, точнее предмощной после 4090. Это RTX 4080 за 120 тысяч рублей или $2000. В общем и целом перед нами простой такой домашний бюджетный компьютер с i9 13900K плюс внутри 64 оперативы, ну и так по мелочам 8 терабайт SSD, блок питания киловаттный и обычная видеокарта 4080. Все очень просто, одним словом ничего особенного, и надеюсь хотя бы 30 кадров мы получим на этом компьютере. И запустим мы в этом видео 6 разных проектов, и все они, скажем так, актуальные и непростые. Что ж, окей, начнем, пожалуй, прямо с новинки Atomic Heart на Ultra 8K с включенным DLSS производительности, но без включенных лучей. Почему? Да потому что правильно, их просто нет в Atomic Heart, и это дико странно в 2023. То есть у нас имеется DLSS как бы, но нет RT трассировки, ради чего и покупают собственно видеокарты RTX. Я честно вообще не понимаю, что мешало разработчикам просто вставить сюда RT, и тем более как бы 4000 серия вообще замечательно справляется с лучами, поэтому даже 8К на ультра у нас стабильный 60 FPS+, причем 60 это в сложных открытых локациях и 70-80 в закрытых помещениях. Это очень крутой результат, и это стоило того, чтобы собрать компьютер за 400 тысяч рублей. Просто чтобы запустить игру за 2500 рублей. Вот это по-настоящему разумное вложение. В любом случае, завидовать это непродуктивно, и если у вас имеется действительно такая возможность потратить лишние 300-400 тысяч на компьютер ради Atomic Heart, чтобы запустить 8К, то без проблем, пожалуйста, тратьте. Вы получите свои заветные 60 FPS на 8К телевизоре. Окей, друзья, движемся далее. Теперь на очереди еще одна свежая новинка. Это Гарри Поттер, наследие изумрудного замка, история лорда. Короче, неважно. Это просто очень прожорливая сказочка, которая даже на видяхе RTX 4080 ставит ее в неловкое положение. И мы получаем на Ultra 8К с включенной трассировкой в среднем 15-20, возможно 24 кадра в секунду или даже в минуту. Это явно некомфортные цифры, и, к сожалению, наверное, придется выключить трассировку, чтобы хотя бы получить 30 FPS. Хотя, если честно, я вообще не понимаю, почему столь простой с визуальной части проект выдает в 2 раза хуже результат, чем современная визуальная Atomic Heart. Это я я слышал, вроде бы как объяснение есть. Вот недавно в мире все узнали, что Denuvo, то есть лицензионный Поттер, на 50% хуже работает, чем взломанная пираточка, скачанная, например, с торрента. Это парадоксальная история и даже отчасти скандальная. Тоже довольно больная тема этот Denuvo. Ну, в общем-то, неважно, это такое дело. Я решил таки просто выключить трассировку, и да, действительно, без лучей у нас хотя бы есть 30, 40 или даже 50 кадров, и это уже заметно приятнее, чем 15. При этом, знаете, я бы не сказал, что прям вот сильно потерялась визуальная часть. Ну, может быть, там, возможно, исчезли отражения на паркете или немножко меньше стало по теням, но это не так печально, как 15 кадров вместо 30, 40 и может даже 50. Так что я абсолютно не вижу в этом никакой проблемы. Вот так. Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Закажите в феврале и выиграйте Альфа-карту с кэшбэком 100% за все и навсегда.
Ну а теперь, друзья, пройдемся с вами еще по одной новинке из 2023-го. Это эксклюзив PlayStation. Речь идет не про Человека-паука и даже не про God of War, а это малоизвестный провальный проект под названием Returnal. Если не вдаваться в детали, то, судя по оценкам, это абсолютно ужасная игра. Ее вообще не оценили на PlayStation 5, там очень низкие оценки, и примерно я понимаю даже почему и за что. Это странная смесь Mass Effect и Devil May Cry, я не знаю, но так или иначе у нас хотя бы есть 40-45 кадров, и это с трассировкой 8К. Результат, можно точно сказать, более чем достойный. Хотя все-таки паршивая игра, но это все же новинка 2023, и поэтому я ее тестирую. И если вам не жалко 4000 рублей на лицензию, то можно пройти и даже 8К на ультра. Кстати, по температурам, я не знаю, важно ли это сейчас зрителям или нет, но 4080 от фирмы с дракончиком, или как там, ну короче, ладно скажу, это MSI, а то еще подумают, что это как бы реклама. Так вот, друзья, видеокарта просто холодная, и в среднем почти 70 градусов и 40-50 на процессоре. Мне почему-то казалось, или даже было привычно, что топовое железо обычно греется словно раскаленный yak. Но тут напротив все отлично, и температура просто смешная. Тоже довольно-таки приятный плюсик. Продолжаем тестировать все на ультра 8К, и теперь запустим суперхит лучшее, то есть лучший суперхит в 2022 с кучей всяких премиум, это Elden Ring. Я не поклонник, признаюсь, жанра Dark Souls, или как он там еще на PlayStation, еще, если помните, был такой суперхит, там тоже бегал такой чувачок. В общем, мне и так в жизни хватает всяких испытаний, нервные клетки не восстанавливаются, и поэтому жанр Souls-like точно не для меня. Но если вы любите подобные проекты, то вам есть, то есть для вас есть приятная новость. Elden Ring можно пройти в 8К на самых запредельных и пройти при этом на консольных 30-35 FPS. Скажем так, аутентичный фреймрейт на уровне консоли, так что будет максимально приближено к первоисточнику в жанре. Однако это уже не 4К, как на PlayStation 5, а 8К на максимальных настройках. Так что вот такая вот история. Едем далее и теперь проверим Plague Tale Requiem. Это новая часть, она очень мощная визуально, я бы даже сказал, одна из самых современных в этой части. И да, я думаю, даже спорить нет смысла. Очень круто смотрится все, и при этом, знаете, что самое интересное, мы получаем больше FPS, чем какой-либо там Elden Ring, что явно уступает визуально. И в среднем видим с вами у нас 40-45 FPS, возможно даже 50, при том, что я включил все настройки на запредельные и трассировку тоже подрубил. Скорее всего, высокий FPS 8К связан с тем, что сама игра поддерживает построение кадров через DLSS 3.0. Эта фишка доступна только на видеокартах 4000 серии. И вот если бы везде была такая возможность, то, наверное, бы и фреймрейт был не 15 FPS вроде Гарри Поттера. Так что DLSS 3.0 это ради то, чего, то есть это то, ради чего и вышла новая 4080. И это явное преимущество против там 3000 серии. И вообще 3000 серия видеокарт это уже, наверное, в прошлом, хотя все еще актуально. 1, 2, 3. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Закажите в феврале и выиграйте альфа-карту с кэшбэком 100% за все и навсегда. Ладно, что ж, думаю, на этом будем уже заканчивать. Видео вышло действительно очень длинным. Я надеюсь, вам было интересно оценить такой компьютер. Не каждый день у зрителей есть такая возможность собрать ПК за 300-400 тысяч, но теперь вы примерно хотя бы понимаете, как все устроено, и мощное железо почти уже очень приблизилось к новым стандартам 8К. И есть успехи, действительно есть, и они очень серьезные. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк или там дизлайк, это ваше право, на ваше усмотрение. А мы увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз не болеть я желаю, и до новых встреч на канале. Увидимся. Всем удачи. Пока-пока.